Добрый день. Весной этого года я от своих партнеров узнал об удобрениях фирмы Ковита, которые изготовлены на основе куминовых удобрений. И я решил попробовать использовать эти удобрения на своем участке. Некоторые растения тут и не сравнишь, я просто их поливал. А на некоторых грядках и кустах я решил провести сравнительный эксперимент. Вот, например, на своей грядочке земляники, вот эта грядка, которая ближе ко мне, была полита удобрениями. Всего один раз я их весной поливал. А вот эта грядочка, которая дальше от меня, она не поливалась удобрениями, она просто, так сказать, растет себе как обычно. Ну вот здесь очевидно, просто можно увидеть, что кусты, ну, практически в 2 раза больше, на них гораздо больше ягод. Некоторые уже и земляникой ты не назовешь, уже на клубнику больше похожи. То есть больше ягод, они крупнее, сами кусты пышнее, зелень более сочная, вот, ну, практически в 2 раза. Вот можно сравнить вот эти кустики и вот эти, которые ближе ко мне. Вот. Затем я полил яблоньку, которая была посажена недавно, в прошлом году. И мы столкнулись с тем, что вот в этом году она просто усыпана яблоками. Мы были даже не готовы, в качестве подпорок приходится использовать штатив. Вот ветки просто усыпаны яблоками, как ягодами. Следующее дерево, которое мы с женой очень любим, такая декоративная яблонька. На ней очень маленькие яблочки. И точно так же весной она была обильно полита гуминовыми кислотами. Вот каждая веточка буквально усыпана яблочками. Дальше. Вот эта грядка белой земляники. Здесь я не сравнивал. Здесь я ее просто всю обильно полил весной. Ну, в этом году она просто значительно выше. Раньше это было ниже вот этого бортика. И вот здесь просто огромное количество ягод. Беленькие, крупные. И такая в этом году очень пушистая, хорошая грядка получилась. Но, наверное, самый интересный результат я вот сейчас покажу на кустах голубики. Вот здесь у меня 3 куста голубики. Вот этот куст ближний ко мне я хорошенько полил гуминовыми кислотами. Вот эти 2 кустика, вот этот и тот, в качестве сравнительного эксперимента. Вот вы можете посмотреть, что на этом кусте просто усыпано ягодами. И они все уже абсолютно зрелые. А вот на кустах, которые не поливались, тоже ягод довольно много, но все-таки значительно меньше. И они еще вот совсем зеленые, буквально только кое-где можно попробовать спелые. А вот этот куст просто весь усыпан. Ну что, эксперимент продолжается. В следующий раз я покажу какие-то новые результаты. Пока это все. Спасибо.